Спасибо, дорогие друзья, что вы пришли к нам сегодня. У нас каждый четверг лекция, и вся эта программа лекционная проходит в рамках выставки «История российского дизайна». У нас выставка идет целый год. Каждые 3 месяца мы делаем переэкспозицию, поэтому даже если вы видели выставку, можете прийти через 3 месяца, это будет выставка наполовину другая, будут новые экспонаты. Как бы история основная остается одной и той же, но экспонаты меняются, потому что, конечно, на таком пространстве небольшом очень трудно показать всю историю российского дизайна. И у нас наша выставка, лекционные программы не могли бы состояться без наших партнеров. И самое главное, наша поддержка — это президентский фонд культурных инициатив. Сегодня вот в Третьяковской галерее мы рады, что дизайн наконец-то здесь, потому что дизайн должен быть представлен в государственных музеях. И у нас сегодня очень интересная лекция, которую я сама пришла с удовольствием послушать. Татьяна Дашкова, филолог, доцент РГГУ и Высшей школы экономики, исследователь советской визуальной культуры, расскажет нам о такой теме, которая меня вот прям волнует, мода и быт в советском кино, потому что я, когда смотрю советское кино, я как раз смотрю моду и быт. Я рассматриваю, как что стояло, кто во что одет. И я знаю, что это повлияло очень вообще на жизнь людей, кинематограф. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам сегодня. Я передаю вам слово. Я вас приветствую. Я очень рада, что в такой жаркий день столько людей пришло. Это очень приятно. Вот. И, значит, я буду рассказывать действительно о моде и одежде в кино. Мода и одежда в кино — это не совсем то, что просто мода и просто одежда. То есть кино, для того, чтобы одежда в кино стала заметной, ее нужно так показать, чтобы мы эту одежду увидели. Начало моих занятий, моих исследований одежды в кино связано с другим периодом, с более ранним, с 30-ми годами, когда замечательный редактор журнала «Теория моды» Людмила Лябьева меня попросила написать о моде в кино, как раз о 30-х годах. И я радостно согласилась, и потом поняла, что это совершенно отдельная область. И самое поразительное, что я поняла, что я не помню, как одеты люди в кино 30-х годов. То есть это та одежда, которая незаметна, которая не бросается в глаза, и требуется специальное усилие, чтобы эту одежду увидеть. Период, о котором мы будем говорить сегодня, это период оттепели. То есть очень ранняя оттепель с 1955 года и 60-е годы. Конечно, это период совершенно другой. И я так тихо, спокойно отдрейфовала от 30-х постепенно. Потом меня заказали, попросили написать уже про более позднее время. И я этим занялась. И сейчас у меня, может быть, даже про оттепель больше работ, чем про 30-е годы. И в результате я хочу сказать, что, конечно, этот период – это совсем другой период. Это период, когда можно говорить, что мода на советском экране появилась. И вот этим моментом появления моды на советском экране можно считать прекрасный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Это 1956 год. Очень многие исследователи сходятся на том, что именно с этого момента можно считать такое появление, зарождение, легитимацию, говоря научным языком, моды на советском экране. То есть впервые главная положительная героиня, весь фильм ходит в ослепительно красивых нарядах. Весь фильм она ходит в нарядах, которые так показаны и так сшиты, чтобы мы обратили на них внимание. В одной из главных сцен, вот в этой песне «5 минут», которую она поет, вот вы видите это платье на экране, вы видите ее в светлом платье с пайетками, которые бликуют в лучах софитов. И она идет вот в этом платье в стиле New Look, вот с этой тоненькой талией, с пышными подложными юбками, со спущенными
рукавами-фонариками, и мы ее рассматриваем, ею любуемся, и мы знаем, что она прекрасная советская девушка, и она положительная героиня. И вот с этого фильма начинается такая новая история одежды в советском кино, когда красивая одежда перестала быть характеристикой отрицательного персонажа. То есть это тоже будет, но это уйдет на второй план. А в 30-е годы я всегда говорила, что лучше всех в 30-е годы одеты, в общем, шпионы и актеры. То есть актрисы, играющие актрис, актеры, играющие актеров, или шпионы. Вот они хорошо одеты. А вся остальная красивая, броская, яркая одежда – это одежда отрицательных персонажей, каких-то противных маникюрш, каких-то мамаш, отрицательных совершенно. Вот это в 30-е годы. В 50-е совсем другая история. Вот про это мы сейчас поговорим. Значит, чуть-чуть рамки такой исторической. Вообще курс на изменение отношения к моде был взят сразу, даже уже во время, практически в конце войны. Открывается Московский дом модели одежды в 1944 году. Вот, в 1945 году возобновляется выпуск журналов мод, которые были во время войны приостановлены. 1953 год – это возрождение ГУМа как представительского магазина, как главного магазина Советского Союза. Про это еще буду рассказывать. Вот. Потом 1956 год, мы все знаем, 20-й съезд партии и общий курс на либерализацию и вообще появление новых произведений, в том числе новых других необычных, часто авангардных произведений, в том числе и произведений кинематографических. Потом 1957 год, фестиваль молодежи и студентов, когда Москва наводняется иностранцами, и люди воочию видят, как выглядят люди с другой планеты, в общем-то. То есть они видят людей из-за границы, которых они ранее не видели. Причем они видят людей обычных. И вот эта как бы экспансия другой моды, другой жизни в советскую жизнь очень и очень заметна и очень отразилась на дальнейшей жизни советских людей. Потом вот эта выставка знаменитая, 1969 год, выставка в Нью-Йорке, русская выставка в Нью-Йорке, американская выставка в Москве, вот эта знаменитая конкуренция с Западом в сфере повседневной жизни, показы мод в рамках выставки Нью-Йорка в Москве. А с середины 50-х это ежегодные конкурсы и конгрессы моды стран социализма. И это очень-очень важный момент. И немножко про реальность, то есть про реальную моду, потому что дальше все время будет про репрезентацию, то есть про показ моды и одежды в кино. Немножко про реальность. Вся оттепель, все 60-е годы была концепция страны социализма, то есть Болгария, Чехословакия, Венгрия, Германская Демократическая Республика. Все эти страны во главе с Советским Союзом пытались выработать концепцию советской моды, то есть своеобразной, отличной от Запада. И был поиск такого утопического советского стиля, для которого были характерны умеренность, скромность, хороший вкус, практичность, демократизм, общедоступность, исследование классическим канонам красоты и женственности. И, как вы видите, из этого перечня полностью исключался временной параметр, то есть новизна. То есть советская мода изначально не была ориентирована на обновление, на новизну. То есть вот этот момент уже очень перекликается с тем, о чем мы говорили, например, на лекции сейчас про советский дизайн. Были потрясающие дизайнеры одежды в Советском Союзе. Они проектировали удивительные наряды, но эти наряды, как правило, не поступали, и все эти проекты, все эти
замечательные представленные модели не поступали в массовое производство. Они так и оставались часто в единственном экземпляре, потому что процесс от сдачи проекта до выпуска его в массовое производство модной одежды занимал примерно 5 лет. То есть советская мода всегда опаздывала на 5 лет в советское время. И это продолжалось еще в 70-е годы. Я это могу сказать, потому что, например, привезенные журналы мод еще 5 лет прекрасно котировались, и по ним шили одежду портнихи. То есть вот это запаздывание моды на 5 лет очень было характерно. И второй момент, тоже связанный с жизнью, а не с кино, в процессе внедрения в промышленное массовое производство той или иной модели шло упрощение этой модели. То есть заменялась фурнитура, заменялась ткань, более сложный дизайн менялся на более простой и функциональный. И вот эти вся красота, необычность, декор, фурнитура убиралась, и в результате получались достаточно стандартные, скучные, серые вещи. И люди предпочитали дешевый, некачественный ширпотреб вот этой добротной, качественной советской одежде. Это рамка. Теперь возвращаемся к кино. Итак, главный и первый фильм, в котором появляется магазин, и вообще вся система, связанная с потреблением одежды, это, конечно же, фильм «За витриной универмага» 1955 года. Это такой, если вы знакомы с историей, с фильмами связанные с модой, за рубежом огромное количество было фильмов, посвященных магазинам. 20-е, особенно 30-е годы, огромное количество фильмов про магазины. У нас, я про 30-е годы вам могу сказать, что 3 фильма, где упоминается магазин и покупка вещей. Вот, кстати, тут один из них, я вам сейчас покажу. Один из них, который вы точно помните, это замечательный фильм «Девушка с характером». Здесь близнецов нет, это я ошиблась, извините, близнецов здесь нет. Нет, есть вот один кадр из фильма «Близнецы», а в принципе это «Девушка с характером». Фильм с Валентиной Серовой, это практически единственный фильм 30-х годов, где нам показан даже не магазин, а меховой салон, причем такой роскошный, что сразу понятно, что это такого существовать просто не могло. Это роскошный, невероятный меховой салон, где просто эти соболя и песцы, просто грозди этих мехов, красота невероятная, вот, и девушек еще и учат представлять мех в движении. Вот. И еще буквально пару вариантов, когда в фильмах мелькают магазины, вот в фильме «Близнецы» комиссионный магазин. И практически это все. Сейчас возвращаемся к фильму «За витриной универмага» 1955 года. Первый главный масштабный фильм, посвященный универмагу, это фильм «За витриной универмага» 1955 года. Это такой универмаг, такой микрокосм, то есть в нем есть все. Я всегда говорю, мне этот фильм напоминает такие кубанские казаки, только про универмаг, то есть про магазин. То есть это роскошный, цветной, красивый фильм, и магазин такой вот что-то типа ГУМа, такой представительский магазин, где есть все. И одежда, и обувь, и игрушки, и посуда, и музыкальные инструменты. И все это в одном магазине. Такой магазин-мир, магазин-город. И в этом фильме появляются все мотивы персонажей, которые потом будут в тех или иных фильмах появляться. Начиная от хорошеньких продавщиц, я про них еще скажу, до ситуации, связанные во-первых, с таким добросовестными, приятными, чудесными продавцами, которые все сделают для того, чтобы обеспечить комфорт и удобство и возможность купить покупателю, где все спроецировано, все направлено на удобство и возможности покупателя. И в этом же магазине есть очень много про
то, что называется ненормативное потребление, то есть уже есть про спекуляцию, про подпольную торговлю, про подпольное сбывание в рамках вот магазина каких-то отшитых в каких-то артелях вещей. И все это уже есть. И там интрига, замешанная как раз на вот это обнаружении недостач в связи с тем, что орудует банда внутри магазина. И, конечно же, она развенчивается комсомольским молодежным коллективом этого университета. Там есть совершенно фееричные вещи, ну, например, девушки-продавщицы, которые в своем же магазине без очереди хотят купить чулочки со стрелкой, их тут же хватает за руку следящий тут же в пространстве магазина специалист, который говорит: как это вы без очереди покупаете чулочки? А почему вы продаете чулочки без очереди продавцам? Чулочки забирают, девочкам ставят на вид, и одна из них ее чуть ли не из комсомола гонит из-за этого. То есть все это уже есть в этом прекрасном фильме о магазине, фильме «Микрокосме» таком. Сейчас покажу фрагмент начала фильма. Здесь самый громкий звук, но мы вроде его отрегулировали. Сейчас я его запущу. Обратите внимание на такую интересную деталь. Это перед открытием магазина нам закадровый голос, это вообще очень характерно для оттепельного кино, закадровый голос. И вот этот какой-то стоящий над ситуацией закадровый голос нам комментирует, рассказывает, как мы должны понимать, что это, что мы должны увидеть и так далее. Рассказывает, нас вводит в курс дела. И обратите внимание, за дверьми этого универмага еще не открылся универмаг, стоит огромная толпа, которая ждет момента, когда открываются двери, они сейчас ворвутся в этот универмаг. Итак, фильм «За витриной универмага». Дорогие товарищи зрители, мы просим вас зайти в один из московских универмагов. Правда, двери его еще закрыты для покупателей. Каждое утро в это время со всех концов Москвы сюда спешат служащие. Каждое утро сотни девушек надевают свои синие халатики с маркой магазина. Каждое утро шумный людской поток растекается по этажам. Герои нашего фильма пока еще капельки этой реки. Но скоро нам предстоит узнать их ближе. Давайте же знакомиться. Вот Юленька Петрова. Как видите, это довольно миловидная девушка. К сожалению, она уже знает об этом. Юленька любит хорошо одеваться, и казалось бы, что в этом дурного. Однако есть человек, который с этим не согласен. Это Слава Сидоркин, комсорг отдела готового платья. Слава находит, что у комсомолки Петровой все подчинено желанию одеваться. И если ее вовремя не остановить, она просто погибнет. Слава твердо решил перевоспитать Юленьку и воспитывает ее при всяком удобном случае. Посмотрим, чем закончится этот нелегкий труд. Теперь познакомимся с Верой Ивановной Бричкиной. Обратите на нее внимание. Вера Ивановна заведует справочным бюро универмага. У этой дамы очень странные отношения с арифметикой. Вера Ивановна говорит, что ей 29 лет. Но когда возникает вопрос о ее рабочем стаже, она не уступает ни одного дня. Она утверждает, что работает в магазине 26 лет. Вот и считайте, как хотите. А вот еще один герой нашего фильма, Михаил Иванович Крылов. Он заведует отделом готового платья. Но о нем речь впереди. Каждое утро со всех концов страны стекаются сюда, на прилавке универмага, новые товары. Каждое утро здесь готовятся к ответственной встрече с покупателями, взрослыми и маленькими. Сколько разных людей можно встретить среди служащих универсального магазина, сколько разных характеров, сколько индивидуальностей. Вот здесь работает Михаил Иванович Крылов, бывший майор советской армии, ныне торговый работник. А это его сотрудник, Мащенко Мартын Иванович, старейший работник магазина. Молодым служащим постоянно твердят, чтобы они брали пример с Мартына Ивановича. Но Мартын Иванович личность примечательная и в других отношениях. Во всяком случае, запомните его хорошенько. Это Мартын Иванович Мащенко. Как я уже сказала, задал тон вот этот фильм 1955 года «За витриной универмага», а потом мотивы, которые заложены в этом фильме, уже появляться в других фильмах. Мотивы, заложенные в фильме, потом начали появляться в других картинах. Ну, например, «Хорошенькие продавщицы». «Хорошенькие продавщицы», кроме этого фильма, есть еще «Девушка с гитарой» с Людмилой Гурченко фильм, или всем нам хорошо известном фильме «Я шагаю по Москве».
Вот Галина Польских играет продавщицу тоже. И вот этот мотив совершенно европейский, американский, в фильмах 30-х годов, которые отработали в зарубежном кино, в нашем появляется только вот в середине, конце 50-х. Дальше. ГУМ в кино становится очень часто, ну, он красивый, понятный, фотогеничный, и его начинают активно снимать. Это и «Я шагаю по Москве», и когда играет клавесин, тоже фильм менее известный, но там очень много эпизодов внутри ГУМа. То есть вот этот представительский магазин снимают очень активно. Кстати, есть изумительный старый 50-х годов, конца 50-х документальный фильм о ГУМе, где там просто это восторг, этот фильм, он цветной, необыкновенный совершенно. Там особенно меня потрясло, там разные отделы показывают, в том числе отдел продовольственный, где там лежат балыки, красная, черная икра, то есть изобилие такое, что глазам больно. И там больше всего меня там поразило даже не еда, а то, что в отделе обуви есть специальный аппаратик типа рентгена, который просвечивает ножку и подбирают под индивидуальные особенности стопы, значит, обувь. Прекрасный фильм, посмотрите. Угу. Забыла, как он точно называется. ГУМ. Думаю, что все это было, просто в ГУМ добирались единицы. Вот, конечно. А теперь еще очень важный момент. И, как я уже сказала, фильм в этом смысле «За витриной универмага» очень показательный. Он заложил очень многие мотивы, в частности, мотив теневиков, то есть деятелей теневой экономики, людей, которые зарабатывают каким-то запрещенным образом деньги. Как правило, это спекуляция или такая незаконная трудовая деятельность. В принципе, в Советском Союзе даже портнихи попадали под вот нетрудовую деятельность и могли в 30-е годы их даже сажали, некоторых портних, особенно если им кто-то помогал, у них был какой-то штат. Конечно, портних уже в 50-е, 60-е никто не сажал в тюрьму. В принципе, незаконным являлось, например, ну, вот как в фильме «Легкая жизнь», химчистка на дому, то есть люди, которые, артель, которая чистила те пятна, которые государственный дом быта, с которыми не справлялся. Прекрасный фильм с Фаиной Раневской. А чаще всего это, особенно в связи с магазинами, это спекуляция. То есть когда попадали в магазин какие-то особо ценные товары, особенно товары зарубежные, импортные, они убирались под прилавок и потом по договоренности втридорога их продавали определенным людям, то есть которые сильно за них переплачивали. Ну вот вы знаете знаменитый эпизод из фильма «Берегись автомобиля», который к Миронову приходит за покупками, значит, магнитофона дорогого. Вот. Ближе, вот так, да? Все, поняла. Понятно, да. Я вообще могу и без микрофона, меня будет слышно. Ну, хорошо, я забываю, да, я поняла, да. Очень важный момент с нетрудовыми доходами связанный и вообще с способами доставания вещей, это, конечно, сюжет, связанный со стилягами. Но со стилягами все не так просто. В кино стиляг показывали довольно редко. А основное место, где как бы тему стиляг развивали, это, конечно, журнал «Крокодил». Я этим специально занималась. Там они сами придумали стилягу, и дальше они им придумывали биографию, связывали с ним разные сюжеты. То есть это очень и очень важный сюжет для «Крокодила». В кино стиляг не так много. Такой целиком посвященный стилягам — это фильм из «Альманаха», совершенно серьезно, фильм «Иностранцы», про группу стиляг, которые приняли очень хорошо одетого журналиста за иностранца, а он специально внедрялся, значит, к ним в их сообщество, чтобы написать о них фельетон. И вот они его прекрасно одетого принимают за
иностранца, он над ними, издеваясь, учит их каким-то ужасным танцам, ужасно их прически им какие-то чудовищные делает, они все радостно ему подражают на манер обезьян. То есть вот этот образ связать стиляк с обезьянами придумал, конечно, журнал «Крокодил». Вот тут тоже это, значит, отрабатывается, вот этот мотив звериности и попугаишности. И в результате, когда они приходят к нему, так сказать, принося к нему там балалайки, матрешек и прочие, значит, русскую специфику, они обнаруживают лежащий его пиджак и лейбл там, то есть этикетка, там, например, фабрики «Большевичка». Они в ужасе хватают, значит, свой скарб и убегают, понимая, что их надули. Вот такой вот фельетон кинематографический. А в остальных случаях мы будем с этим сталкиваться периодически. Отсылки к стилягам такие ненавязчивые. То есть те или иные люди переживают, что их примут за стиляг, например, если у них слишком узкие брюки. И это ужасно, как его примут за стилягу. Вот, и это в фильмах присутствует. То есть даже еще в 50-е годы и даже в начале 60-х периодически возникает очень характерное для 30-х годов явление, а именно одежда как моральная характеристика, когда хорошо одеты всегда отрицательные персонажи. Это тоже есть, это тоже осталось, но это стало уже не генеральной линией в кинематографе, а такой более побочной. Чаще всего вот в 50-е годы это отрицательные персонажи в детективах. Вот вы тут видите детектив «Тенью Пирса» или мой любимый «Ночной патруль», где как раз такие подозрительные дамы, ну, в частности, в «Ночном патруле» это такая наводчица, певичка из кабаре, извините, из ресторана, конечно, которую, вот она одета совершенно чудесно. Вот. Более позднее время, в 70-е годы или в конце 60-х, вот эти хорошо одетые отрицательные персонажи будут присутствовать прежде всего в комедиях Гайдая. И сейчас я покажу вам фрагмент из «Бриллиантовой руки», но не самый знаменитый, где «Помоги мне» поет прекрасная Светлана Светличная, а другой. Первое явление Светланы Светличной, когда она приходит на Хазу, значит, к Миронову Папанову брать задание. И как выглядит эта отрицательная героиня, то есть она должна дать снотворное главному герою. И вот как выглядит эта женщина, помощница, наводчица, помощница бандитов, она выглядит невероятно роскошно. Она вся в белом, она беловолосая, она ярко, эффектно накрашенная, у нее длинные шикарные стрелки, значит, подкрашенные. Она с очень красивой сумочкой необычной, то есть она выглядит роскошно. И потом, когда главный герой, милиционер его спрашивает, как она выглядит, он показывает, то есть он показывает, что она выглядит невероятно. То есть сам ее вид уже говорит о том, что она какая-то не такая. Вот эта прекрасная, роскошная, отрицательная героиня, вся в белом, когда все советские люди или в пестром, или в темном, очень и очень интересно и заметно ставлю. Все это смотреть, конечно, надо, это все море удовольствия. Конечно. «Бриллиантовая рука» вообще шедевр абсолютный. Вот. То есть вы видите, что вот эти традиция изображать отрицательных персонажей изумительно красиво и модно одеты осталась. Ну вот вспомним героиню из Ивана Васильевича и прочих персонажей из этих фильмов. Так, теперь более такие сложные, интересные случаи. Ситуация в оттепельном кино начинает радикально меняться. В частности, одежда становится очень и очень важным маркером культурности персонажей. Особенно это заметно в фильмах о деревне,
или в фильмах, где присутствует сюжет, например, каких-то строек, каких-то далеких сибирских строек, или сюжет, связанный с целиной. Именно в это время как раз покоряли целину. Сибирь, вспомним, что, например, если в деревенский фильм «Дело было в Пенькове», главная героиня, которая из города приезжает агроном, она училась и приезжает, возвращается в село, и она приезжает в костюме и в туфлях. И, конечно же, в костюме и в туфлях она в деревне ходить не может. То есть она сразу вязнет в грязище, и она переодевает сапоги, она переодевает ватник и понимает, что вот в таком городском цивильном там ходить нельзя. Кстати, очень часто в «Крокодиле» именно над этим любили издеваться. Там очень часто сюжеты про городских красавиц, модниц, которые приезжают на село, и там сразу по колено вязнут в дорогах. Вот. Или, например, мне очень нравится эпизод из фильма «Девчата», тоже демонстрирующий вот этот момент, связанный с культурностью и с ношением одежды, что это навык, и он неврожденный, скажем так. Если вы помните, героиня Светланы Дружининой — это одна из девушек, живущих в комнате вместе с главной героиней, их там несколько. К ней в эту комнату заходит проверяющий, которого все очень боятся. И Светлана Дружинина ему показывает, она красавица, конечно, и она ему показывает, как носят шляпу. И он, как завороженный, на нее смотрит и говорит: да, я эту шляпу носить не умею, да, я ее купил для солидности. И после этого он ее сразу приглашает и вместе с ней уходит. И героини, которые только что дрались со Светланой Дружининой, главная героиня с восторгом и с восхищением смотрит, как она увела этого проверяющего, научив его носить шляпу. Ну и момент, который я вам сейчас покажу, это фрагмент из фильма «Иван Бровкин на целине». Вот. Там есть отличный эпизод. То есть они работают на целине, и в какой-то момент главный герой, которого Харитонов как раз играет, говорит одному из своих товарищей по бригаде, говорит: слушай, а он рижанин. Говорит: слушай, ты же закройщиком работал в Риге. Тот говорит: да. Говорит: слушай, а давай наших ребят всех роскошно оденем, чтобы наши трактористы как артисты были одеты. Тот говорит: да нет, я сюда приехал не за этим. Он говорит: слушай, ну работать так, как мы работаем, любой умеет. А вот шить костюмы умеет далеко не любой. Давай мы оденем ребят. И вот этот эпизод, как они одевают ребят, как они выбирают ткань в магазине, как им вначале подсовывают дешевую и плохую, а рижанин разбирается в ткани, потому что Рига, она всегда была немного за границей. Вот. И они выбирают ткань, потом он шьет им костюмы, причем выбирают ткань разную, чтобы у всех были разные костюмы, а главный герой вначале про это не думает. Вот. Он говорит: ну как же, все же должны по-разному быть одеты. И как эти ребята, которым пошили костюмы, эти костюмы не умеют носить. Как один заправляет в сапоги, брюки, другой набрасывает пиджак на плечи, а не надевает на руки. А один из ребят вообще жалуется, говорит: я не могу в этих брюках-дудочках ходить, то есть намекая на то, что его все будут принимать за стилягу. А как мы помним, в это время мужчины носили широченные брюки и такие с широкими плечами двубортные пиджаки. Это была норма для 50-х годов. И вот если вы посмотрите какие-нибудь записи, например, спортсмены наши с соревнований возвращаются, это такие квадратные, как шкафы, вот такие вот огромные пиджаки и очень широкие брюки. И узкие брюки было показателем модности и признаком горожанина и такого модного, молодого, ориентированного, такого прогрессивного человека. Вот сейчас мы вот посмотрим Иван Бровкин на целине, фрагмент. Слушай, Юрий, да. Кто шил тебе этот костюм? Сам. Я ведь работал в Риге закройщиком. А ты видишь, как наши люди одеты? Плохо. Да, это не важно. Ребят, что вы там стоите? Давайте. Идем. Давай сделаем большое дело. Откроем портняжную мастерскую. Ты представляешь? Ателье мод на целине. Ты что шутишь? Я приехал сюда для того, чтобы костюмы. А ты брось. Работать на тракторе каждый сумеет.
А вот одеть трактористов так, чтобы они выглядели как на картинке, вот это труднее. На каждый костюм марку пришлем. Ателье 7-й бригады. Главный закройщик Юлис Геймани. Здорово! Извините, но это же дрянь. Вот это? Да. В общем, конечно, да. Бумага? По цене, Нет, вы покажите нам что-нибудь получше. пожалуйста, вон. Дрянь? Дрянь. Ну, не совсем. Смотри, 10% шерсти. Слушайте, папаша, вы не можете нам показать что-нибудь такое процентов на 100? Что? Да. Боюсь, что это будет для вас дорого, молодые люди. А мы ведь вас оценять не спрашиваем. Покажите, покажите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Володя. Пожалуйста. Ну как? Да ничего. Берем на 30 костюм. Почему на 30? Нельзя же всех ребят одинаково одеть. Да, это верно. Постойте. А вы что, не сейчас будете? Да нет, мы сыны. Ну вот, целинники, былинники, деревяшки мои, ну, другое дело. Тогда одну минуточку, я вам сейчас покажу такой материал, какой вы еще в жизни не видели. Вот, посмотрите, какой изумительный цвет. Вот, какие переливы, а? А, да-да, китайский, как понимаю, да-да. Но это цвет осенней степи. Сколько у вас? Ну, на человек 30. 30, значит, по 2 костюма, 60 отрезов. По два, по одному. А как же, одеваться нужно. Жить надо, молодые люди. Зачем деньги копить? Ах, какая прелесть. Как вас зовут, а? Как Меня вас? зовут Ваня. Ваня, милый, дорогой Ваня, ведь ни одна девушка не устоит перед вами. Постойте, целинники, блин. Вот этому костюму, да вот этот вот светлый галстук, а? А ничего вообще, а? Вот готово. А? Ничего. Ой, а что это? Брюки Ивана Ивановичу! Ух ты, а что ты надел? А что? Да это же не брюки, а дамская юбка. Я не могу ходить в твоих дудочках. Стыдно мне. Нет, ты слыхал? Ну что ты понимаешь? Ты можешь ему сказать, чтобы он не портил нам марку. А что, по-моему, ничего. Ребята, вечер начинается. Зачем надел сапоги? Сумасшедший. А что, по-моему, ничего, ребят, а? Ваня Бровкин тракторист, приоделся как артист, разодел всю бригаду, будто едут на Между прочим, для всех умных вся одежда хороша. Между прочим, под костюмом размещается душа. Молодец, знает, что делает. Вот, то есть вот это вот столкновение разных представлений очень интересно в фильмах. В фильмах это прорабатывается, и этим фильмы занимаются. Так, очень интересный момент, связанный с жестовым поведением. Меняется манера поведения людей. Есть сейчас исследования очень интересные, в частности, Оксана Булгакова этим занималась, изменение жестового поведения. Она это назвала снятием жестового зажима.
То есть в 50-е, 60-е годы гораздо более раскованно стали себя вести люди. Появились вот эти молодые люди, гуляющие по городу, такие молодые фланеры, которые идут, разворачиваются, идут в другую сторону, люди танцуют, люди очень раскованно себя чувствуют, могут разговаривать, один кувыркается, например, на турнике в этот момент, разговаривают в очень разных местах, танцуют, целуются, ходят совершенно по-другому, то есть гораздо более раскованно себя ведут. Я всегда вот этот жест прекрасной Татьяны Дорониной, я его, сейчас я открою побольше экран, вот этот жест меня восхищает всегда. Вот Татьяна Доронина, как она забрасывает руки на плечи главному герою. Вот это жест совершенно свободного человека, так абсолютно невозможный для кино 30-х. Этот жест легкий, свободный, и вот это снятие зажима, вот эта легкость в движениях, в отношениях, в чувствах, вот это какое-то совершенно другое ощущение от людей и от их взаимодействия, которое возникает в этот период. Не случайно очень важным, очень значимым стал вот этот знаменитый эпизод из фильма «Я шагаю по Москве». Это эпизод, это не главные герои, это просто какая-то девушка идет под дождем босиком, и какой-то парень ловит ее зонтом. И это настолько было значимо, вот эта легкость, раскованность, этот промытый прекрасный город, и вот это освобождение, в том числе и телесное освобождение, что именно этот эпизод, где нет главных героев, попал на плакат. Плакат к фильму «Я шагаю по Москве» именно этот эпизод берет, где парень ловит девушку зонтом во время дождя. Именно в этот период появляются новые локации, новые места, которые попадают в кадр. Это город становится действующим лицом вот этих фильмов. Это, конечно же, влияние итальянского неореализма, это отчасти влияние Антониони, вот на Марлена Хуциева вот особенно это заметно. Вот этот город неприкрашенный, обычный нормальный город, внутри которого снимают кино и внутри которого это не массовка, как правило, это актер, помещенный в реальную городскую среду, мы сейчас еще это увидим. И вот эти люди, которых выхватывает камера, это разные люди, по-разному одетые. И одежда этих людей не несет никакой моральной характеристики. Она просто одежда красивых молодых или немолодых горожан. Она может быть как красивой и модной, так и некрасивой и не модной. Она перестает, она утрачивает вот эту свою знаковость во многих фильмах. И про локации, конечно, очень важно. Появляется, например, метро. До этого метро было только, по-моему, в фильме «Цирк», насколько я помню, из 30-х годов. В фильме «Цирк» там метро было. А так весь фильм «Я шагаю по Москве», огромное пространство фильма «Застава Ильича» Марлена Хуциева, в метро происходит действие. Это и красиво, и необыкновенно, и вот это место, где происходит вот это движение, трансформация, перемещение. Метро становится таким полноценным действующим лицом этих фильмов. Кроме того, в кино появляются молодежные кафе, причем это именно такая антитеза, не ресторан, где обвешивают, обмеривают и обманывают, и где вот совершенно такое место, ну, такое клоачное очень. В советском кино, во всяком случае, вот именно ресторан — это всегда что-то достаточно неприятное, где гнездятся какие-то люди, зарабатывающие нечестным путем. Какие-нибудь бандиты, вредители, шпионы, более раннее время, или просто какие-то деятели теневой экономики в более позднее время. А появляются вот как раз в 60-е годы именно молодежные кафе, то есть места, где собирается молодежь, где кроме танцев и вкусной еды и коктейлей, что вообще совершенно новое, в некоторых фильмах там просто, по-моему, «Мой младший брат», там они пробуют коктейли, говорят, ну как компот. То есть коктейли — это
скорее форма, чем содержание, то есть это стаканчики с трубочками, в которых что-то налито алкогольное. Вот. И в эти молодежные кафе это не просто где танцуют, и едят и пьют, а еще и место, где есть культурная программа. Вот, то есть какие-то поэты читают стихи, как в фильме «Еще раз про любовь», или там исполняют какие-то новые номера, какие-то викторины устраиваются. То есть это такое новое, интересное, молодежное место. А вот если, кстати, мы разговаривали с моими студентами, и мы, которые как раз на факультете дизайна, и мы с ними говорили и обсуждали о том, в каком советском фильме оттепели лучше всего одеты, значит, персонажи. И мы сошлись на том, что в фильме «Дайте жалобную книгу». Там все совершенно изумительно одеты, и девушки, и юноши, и мужчины, и женщины. Все очень стильно, хорошо одеты, в шикарно сшитые костюмы, особенно на мужчинах очень заметно. И главная героиня, которая играет Лариса Голубкина, в конце фильма, когда старый замшелый такой ресторан, такое гнездилище такого вот обмера превращается в молодежное кафе, и она внутри этого пространства молодежного кафе, дизайнерски оформлена молодыми дизайнерами, идет в маленьком черном платье с открытой спиной. Вот вы ее тут видите. И вот она в этот интерьер, в это пространство, новое пространство дизайнерское, вписана красавица-девушка в маленьком черном платье от Шанель, таком вот стилистика Шанель. Вот. Появляются в фильмах парикмахерские. Ну, про парикмахерские я могу отдельную лекцию читать, и про прическу Бабетта, которая стала на долгие годы главной советской прической. То есть все 70-е проходят под знаком прически Бабетта, которая пошла соответственно, от фильма «Бабетта идет на войну», где Бриджит Бардо сыграла главную роль, и вот эта прическа, придуманная для фильма с Бриджит Бардо, поскольку этот фильм, первый фильм с Бриджит Бардо, который увидели в Советском Союзе, был «Бабетта идет на войну», и вот эта прическа стала называться Бабеттой. А во всем мире ее называли «кислая капуста». То есть вот если она особенно с лохмочками была, есть Бабетта гладенькая уложенная. То есть главная идея Бабетты – это начес вот тут, на макушечке. Кому не хватало волос, подкладывали туда или вычесы других волос, или чулки туда подкладывали, носочки. Некоторые даже ходили слухи, что консервные банки подкладывались, и во время акробатического рок-н-ролла эти, значит, банки вылетали. Вот. Но факт тот, что вот эта прическа пошла в народ, и бабетты стали начесывать даже просто среднеклассницы. Вот. Ну, это отдельная большая тема, интересно расскажу. Вот. А парикмахерские в кино появились, и в очень многих фильмах парикмахер, во-первых, стал таким важным культурным героем. Это человек, который отвечает за стиль. И очень он важный человек, потому что он, во-первых, создает стиль, а во-вторых, это такой конфидент, то есть ему все рассказывают часто. Вот если мы вспомним, например, фильм «Короткие встречи» Киры Муратовой, где сама Кира, как вы помните, сыграла, когда героиня Киры Муратовой уходит, в парикмахерской продолжают ее обсуждать ее кавалера, которого играет Владимир Высоцкий, и говорить о том, что она, хоть она и партийный работник, что она не женщина, что ли. Вот у нее тоже вот красивый мужчина завелся. Вот, а я вам сейчас покажу более редкий фрагмент. Киру Муратову вы все видели, а я вам покажу фрагмент из фильма «Утренние поезда» с Валентиной Малявиной, сказочно красивой, где она играет девушку, которая из пригорода, которая устроилась работать на завод, и вот она с подружкой, которая Люсьяна Овчинникова ее играет, они приходят, Люсьяна ее приводит в парикмахерскую, где красавицы Валентине Малявиной делают прическу. И мы видим эту советскую парикмахерскую с вот этими знаменитыми сушуарами, то есть такое вот огромное сооружение, которое надевали на голову как мужчине, так и женщине, где сушили, такой
стационарный фен, который очень был противный, который жег, который можно там волосы в него могли попасть, и вообще там он не регулировался нормально. Ну вот это такой очень характерный для советских парикмахерских агрегат. Вот мы видим Люсьену под сушуаром и главную героиню, которая укладывает прическу, значит, и одновременно с ней флиртует парикмахер. После этого девушки выходят из парикмахерской, и когда спрашивает, ну как, парень говорит, ну кино, говорит он. То есть они шикарные, как киноактрисы, выглядят девушки. Значит, ставлю фрагмент. Значит, «Утренние поезда» фильм. Изменения междуатомных расстояний и перегруппировки блоков атомов и обычно сопровождается... Ну как вам? Ничего, пока. По-моему, гуд. Инг. А? Угу. Гош, слева поправь. Ин, Славка твой приехал. Вижу. Где вы достали такие глаза, м? Спокойнее, нервные клетки не восстанавливаются. У вас телефон есть? Вы тоже работаете в отделе главного конструктора? Нет, А где? в цеху. Где? В цеху. Кем? Уборщицей. Бывает. Прошу. Ну как? Кино. Ну так. По коням. Вы сюда пришли сегодня первый раз? Мгм. А с кем? С подругой. Вот она. Внимание! Внимание! Сегодня мы проводим шуточную анкету под названием «Заведите ваши часы». Сейчас вам раздадут анкеты. Лучшие ответы – премия. Пожалуйста, анкету. Не люблю мероприятий. Может, пойдем отсюда? Ничего, девчонка. Слушай, а что это за парень с Аськой, а? А что, не нравится? Пойдем. Сколько раз в день вы смотрите на часы? Странный Ребята, вы вопрос. знаете, Леонардо да Винчи еще в 16 веке изобрел стиральную Что же по-твоему? Главное в жизни человека – это любовь. Да. Зачем всегда люди борются, строят? Зачем Ну, гуляете? А ты думал? Странная вещь случай. Ну, я опять вас видел в электричке. Я вас тоже. Ну что ж мы стоим одни? Да, спасибо. Слушай, А? садись с нами. Кто это? Не знаю. Здорово. Здорово. Павел. Сева. Инна. Сева. Чем угощают? Фу, жарко. А ты водички выпей, помогай.
Может, по Молодец. второй? Достаточно. Надюш, принеси, пожалуйста, свежие водички. Брат, это что ж такое? Это уж прям среди бела дня? Да все нормально, толстяк. Да что нормально, за эту водичку деньги плачем. Не волнуйся, твою водичку в бутылку перельют, уходить будешь захватом. Только срамят Перми. Хамство, честное слово. Извините, темнота. Прошу. Пей, Святослав. Угощают. Вкусно. На компот похоже. Толстяк. Тебя ж хорошему тону учат. Соломинку в рот суют, чтоб культурно пил, а ты компот, как в столовке. Слушай, а без соломинки можно? Да, пей, как тебе нравится. Вот спасибо. Вообще, смотри, тут у вас демократия. Это хорошо, хорошо. Я не люблю, когда меня воспитываешь. Я как от отца сбежал в ремесленные, так с 13 лет сам себе хозяин. Да, это у нас. Что, вкалываю, будь здоров. Строю светлое будущее, ну и все такое. Подруга, какой у нас следующий вопросик? Что ты думаешь о времени о себе? О себе? Ну что о себе думать можно? Я так думаю. Жить надо на всю катушку. Весело жить. Я правильно выражаюсь? Да. Ну а время? Главное не терять его даром. Мы тут дискуссии разводим, а люди вон танцуют. Слушай, приглашай. Разрешите. Слава, Да? прошу. Хитрый ты. Только с такими не гуляют, на таких женятся. Пошли. Одно не страшно, а Нет. то провожу. Нет, Почему? живу далеко. А мы сделаем, будет близко. Сева, А, ну а как же все-таки зовут собачку? какую собачку? Так, ты понял? Ну да. Садись. Нет, Боишься? нет, А что? ничего. Боишься? Да. Так как же все-таки зовут Шарика? А? Так и не узнал. Вот так из-под самого носа увозят на такси наше хрупкое счастье. Я думаю, что это какие-то искусственный какой-нибудь ацетатный шелк. Тогда же синтетика была, курс на синтетику при Хрущеве был, стали строить фабрики, и вот очень сильный крен вот выпуск вот этих искусственных тканей. Вот эти плотные, не мнущиеся ткани, которые держат форму. Ну, все счастливы были, что не надо гладить постоянно. Все очень синтетику обожали и всячески ее хвалили, и она была просто в тренде, как сейчас бы сказали. Да. Ну, до колготок еще там какое-то время прошло. Чулки, скажем так. На резинке, да. Что колготки еще просто очень долго привозили потом. Колготки, да. Ага. В мире их уже делали, а у нас нет, к сожалению. Да. Совершенно точно. Но вот этот вот курс на синтетику совершенно правильно вы отметили. Вот. И вот эти вещи синтетические, которые хорошо держат форму и не мнутся. Так, теперь мода как элемент городского стиля. Очень-очень важный момент. То есть люди прекрасно или
хорошо одетые люди, вписанные в город, в городской ландшафт. А здесь мой любимый пример, здесь это будут просто картинки, а «Июльский дождь» я покажу. Когда персонаж снимается прямо внутри города. То есть люди, окружающие главную героиню, это не статисты. Эта героиня идет внутри настоящего города. И это прекрасная Марианна Вертинская, невероятная красавица. Это одна из ее главных, больших действительно ролей, первых, по-моему, даже, по-моему, первая ее главная роль. Как только ее утвердили на главную роль, ей сшили вот этот плащ в горошек и косынку в горошек, чуть-чуть бликующий, потому что когда она идет внутри толпы, реальной толпы, это все чуть-чуть бликует, и мы ее видим, как ее этот пестрый в горохах плащик виден внутри толпы. Вот и второй кадр. Вот тут еще более заметно, когда она идет, и люди просто оборачиваются на камеру, потому что они видят, что снимают. И Марлен Хуциев с этим играется в фильме. Это вообще «Застава Ильича» — великое кино по степени инновации, необычности. Это ни с чем вообще не сравнимый фильм, при том, что он очень эмоциональный, сильно действующий, при этом он невероятно новаторский. Но эта новация, она так очень аккуратно вплетена в фильм. Например, там вот съемка внутри набитого автобуса, когда там из-под руки, внутри толпы снимает оператор. Это чудо какое-то. И вот эти проходы через город героини в этом в плащике в горошек — это чудо, конечно. И фрагмент, который я вам все-таки, наверное, покажу, но нет, это следующий. Это «Июльский дождь» Марлена Хуциева. Это фильм, которого одно из самых ошеломляющих начал фильма. Вот из того, что я видела, титры идут на фоне нарезки Москвы. То есть нарезаны кадры вот этого проезда по центру города. То есть там одновременно как бы три идет таких вот пласта смысловых, идут титры, наложенные на картины раннего, там в основном Джотто, предвозрождение такое. Джотто, потом Москва, и третий слой — это звуковая дорожка переключаемого радиоприемника. И вот это все на вас сваливается прямо в начале фильма. Это ошеломляюще совершенно выглядит. И вот там показан город и камера, которая следит за разными людьми. В какой-то момент она выхватывает, камера, из толпы девушку, которая идет в красивом полосатом платье. Потом камера ее бросает, уезжает в другую сторону, а потом опять ловит эту девушку и идет уже за ней. И вот она тут начинает оглядываться на камеру, и мы начинаем думать, может, она героиня. Да, она героиня. Потом уже сцена дождя и завязка действия, когда героине одалживают курточку, и вот потом она все ее никак не может вернуть и долго говорит с человеком по телефону, курточку к которому она никак не может вернуться. И вот ее вот отношения с этим человеком, которого она даже в лицо не помнит. Вот. Но вот это город и люди, и девушка, которую выхватывает камера из толпы, это очень показательно для вот этой новой эстетики, вот этого кино оттепели. То есть человек внутри города и одежда как элемент вот этого городского стиля. И еще про одну очень важную локацию — это про танцы, про вот эти места, в которых встречаются люди, вот эта повседневная жизнь, внутри которой пребывают вот эти молодые, красивые, хорошо одетые люди. Вот этот фрагмент я маленький-маленький из сказочного «Июльского дождя» Марлена Хуциева вам все-таки покажу, поскольку вот этот танец я хочу, чтобы вы посмотрели. Начинается на улице, приезжают посольские работники, а советские люди глазеют, и глазеют на них главные герои фильма «Июльский дождь». Королевское высочество принцессы королевства Камбоджи. Подъезду.
Куда прикажет ваше королевское величество? Куда вы прикажете, я подчиняюсь. Поедем в один дом, Поедем в один дом. который прекрасен тем, Прекрасен тем, что что там всегда весело, всегда разный народ и всегда... чей-нибудь день рождения, но сперва позвоним. Звонить в один дом не обязательно, это еще сказал. Кто-то из классиков. Тверды ли вы в своих решениях? Да. Мне кажется, старые танцы снова войдут в моду. Как канделябры. Делаете ли вы сбережения? Именно этим я и занимаюсь всю свою жизнь. Я пишу нет. Знакомо ли вам чувство ревности? Надо подумать. Как вы относитесь к человеческим слабостям? Склонны ли вы их прощать? Слабости смотря какие. Нет, надо отвечать да или нет, это мы выясняем ваш характер. Ну тогда нет. Здравствуйте, Алик, рад вас Здравствуйте, видеть. Леночка, взаимно. Вы уже познакомились? Очень рад, меня сегодня зовут Владислав, можно просто Владик. Как только Привет. сегодня? А вы что, всегда Лена? А вот негр в Африке, вы знаете? У них, когда человеку плохо, он себе меняет имя, чтобы отогнать злых духов. Вам знакомо чувство зависти? Как дела за отчетный период? В трудах. Для денег, для души? С деньгами, честно говоря, ковыряюсь тут с одним докладом. Кстати, ты меня не выручишь? Ради бога. А что за доклад? Проблема пресной воды. Угу. Нет, кроме шуток, старик, серьезное дело. Потрясение основ. За это денег не платят. Разрешите? Вы не скучаете? У вас? Никогда. Ты один? Моя женщина танцует. Ее зовут Регина. Она мастер спорта по водным лыжам. За кого ты себя выдал? За космонавта? За жокея. А потом сознался, что я священник. Спасибо. Ваша дама прекрасно танцует. Пожалуйста. Независимость – понятие условное. Мой приятель решил проделать такой опыт. Он отказался от всех своих привычек. Это не решено. Больше всего мы зависим от своих собственных привычек. Я, например, не завожу машины, чтобы не стать ее рабом. А вы? Я не завожу машины, потому что люблю трамвай. Это моя слабость. Кстати, автомобили уже останавливаются бедствием человечества. В Лондоне парламент разбирает вопросы разброски улиц. С ним опасно спорить, он все про все знает. Владик, что с магнитофоном? Что? Ваши успехи, Володя? Что, какие успехи? Не скромничайте, не скромничайте. Почему? Я скромный. Владик, что с магнитофоном? Да, а вы не знаете, какое количество жертв предполагается в этом году в результате несчастных случаев на улице? Есть такая цифра, 3 миллиона. Что, заранее известно? Все заранее известно. Ну, вы должны поделиться опытом. Все очень просто. Я пошла к соседям через площадку, там не оказалось. Пошла вниз, внизу говорят, спросите наверху. Я говорю, товарищи, выручайте. Я должна спеть одному человеку. Может быть, он тогда обратит на меня внимание. Соседка пошла по квартирам, и все люди братья. Ура! Ура! Вы замкнуты и сдержаны, никто не знает, о чем вы думаете, понять вас трудно. Многие считают вас человеком самоуверенным, но это лишь обманчивая видимость вашей души. Все совершенно правильно. Ну как не запеть в молодежной стране? Ого-го, на остановке я сам себя баюкаю. Хорошенький ты мой, не все ж тебе с наукою. Шагал бы ты домой, ого-го, с одной из этих, ну
но с этой не получится. А дома ждет обед, но дома нет попутчицы, а здесь обеда нет. Ого-го. А кто этот человек? Как надоело. Это хозяин дома. Пришел троллейбус. Муж хозяйки. Серьезно? А я думала, вот этот. Спойте еще. Это что, ваши собственные? Почти. Это песня моего друга Вадима Брусникина. Это какой Брусникин? Алекс, спой про белую березу. Нет, Алик, про понедельники и вторники. Это какой Брусникин? Который художник, мирный атом. Он самый. Поедем куда-нибудь. Посидим еще. Да нет, вообще куда-нибудь дней на 10. Возьмем отпуск. Вечерами, которые... Он художник. Он днем пишет картины в духе академии. Комбайны вышли в поле. А вечером слагает эти песенки. Хобби. Это сейчас глобальный комплекс. Весь мир увлекается хобби. Надо же. У меня приятель физик, фанатик подводного плавания, коллекционирует кактусы и спичечные коробки. Филокарпист? Нет, филуминист. Филокарпист Владик, это... придумайте мне хобби. Ну, на вашем месте я бы коллекционировал друзей. Прекрасно, я записываю вас в свою коллекцию. Вы занятный тип, Владик. А чего вы смеетесь? Мне приятель подсчитал, что современный человек имеет в среднем 300-400 знакомых. Это гораздо больше, чем в прошлом веке. Телефонная авиация сближает. А, Володь, поедем, а? Ну, куда-нибудь дней на 10. Чтобы были только ты и я. Вот видишь, сколько знакомых у современного человека. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, когда по садам запоют соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Нас время учило, живи по привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя. И только одно отрывает от сна. Куда ж мы уходим, когда над землею бушует весна? Чего ж мы уходим, когда над землею бушует весна? Вот. Ну, то есть вы видите, какой восхитительный вот этот жест, когда она запрокидывает головку и ей там дают что-то в клювик, это тоже совершенно жест уже из оттепели. Вот. Так. И еще один сюжет, который мне представляется очень интересным. Сюжет связан с дефиле в кино. В кинематографе 50-х, 60-х годов очень много фильмов, где либо большой эпизод, либо фрагмент какой-то, посвященный показу мод. Эта практика, судя по всему, стала достаточно распространенной. Кстати, показы мод восстановили буквально после войны. Если вы смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя», там есть очень заметный эпизод, когда в Москве в парке в таком импровизированном шалаше переодеваются манекенщицы, а потом они демонстрируют моды. Вот эта практика дефиле, которую восстановили после Великой Отечественной войны, как раз там запечатлена. А в кино первый фильм, где огромный важный эпизод дефиле, это, конечно же, «Девушка без адреса» Эльдара Рязанова, где мы просто наблюдаем большой эпизод, связанный с дефиле. Главную героиню, вот эту девушку без адреса, которая, в принципе, этот фильм ремейк «Девушки с характером» с Валентиной Серовой, то есть это тот же сюжет про девушку, которая со своим парнем, который ей очень понравился, потерялась в большом городе Москве, и юноша ее разыскивает. Вот. А девушка, она действительно, вот эта девушка без адреса, она тоже девушка с характером, долго на работе не удерживается. И вот одна из работ, на которую ее зовут, это показывать, демонстрировать одежду. И вот как ее зазывают демонстрировать одежду, и
как она отказывается, как она потом должна демонстрировать совсем не ту одежду, которую ее брали демонстрировать рабочую одежду, а в результате она должна представлять бальное платье. И она не умеет в нем ходить, она не умеет его носить, оно для нее дико открытое, и ей некомфортно и страшно. Вот это мы все можем наблюдать. Тут один еще момент, я просто для всех эпизодов, будет 3 маленьких фрагмента показано с дефиле. Я сначала расскажу, потом покажу, чтобы время сэкономить. Для дефиле, это ко всем эпизодам относится, момент такой. Для меня всегда было интересно статус дефиле в советских фильмах, для чего они там были. И моя версия – это способ показать действительно модную одежду, потому что на этих дефиле мы видим модели, которых в реальной жизни мы, в общем, увидеть не могли. То есть это действительно роскошные наряды, особенно потрясают купальники и купальные костюмы. Открытые, шикарные, с какими-то накидушечками, эти мини невероятные, которые могли существовать только на подиуме. То есть это какое-то включение, внедрение какого-то другого мира в советский фильм. И поэтому дефиле – это что-то очень необычное, интересное, и они очень важную смысловую роль в рамках фильма играет. Итак, сначала дефиле в «Девушке без адреса», потом «Живет такой парень», и потом в «Старый знакомый». То есть 3 фрагмента покажу. А картиночки вот, это «Живет такой парень». Вот еще в «Бриллиантовой руке» есть очень интересное дефиле. Это где брюки превращаются брюки, когда тут еще мужчина, так сказать, манекенщик. Про дефиле совершенно отличный, очень интересные всякие истории, а потом, если кого заинтересует, в самом конце про литературу скажу по теме, если кого-то заинтересует. Вот. В принципе, особенно в конце 50-х, в начале 60-х, у манекенщиц был очень сомнительный статус. Это что-то между актрисой и проституткой. Такой вот статус был такой достаточно сомнительный. Это потом они были шикарные женщины, и их обожали, и их приглашали в компании киношники, и вообще это такой высший класс был. А на раннем этапе это был такой сомнительный промысел, платили мало, работа тяжелая, на них прямо шили, закалывали, они по 6 часов стояли в застывших позах, в общем, очень тяжелая работа. А еще сложнее было найти мужчину-манекенщика, потому что мужчины вообще считали, что это позорная абсолютно работа и не хотели идти. И вот, конечно, персонаж Миронова, который манекенщик, это еще больше подчеркивает эту его немужественность, как бы. Он и бандит, и еще и манекенщик. Вот, то есть все у него ужасно. Вот, так, теперь фрагменты. 3 фрагмента показываю. Наверное, первый чуть длиннее, 2 совсем коротеньких. Угу. Итак, первый – это «Девушка без адреса», 58-й год. Нет, нам необходимы молодые кадры, они у нас должны быть. Юрий Александрович, вы неисправимый фантазер. Елизавета Тимофеевна, для художника необходима фантазия. Я член художественного совета. Мне, например, фантазия абсолютно не нужна. Да. И потом мы внедрители, мы должны внедрять, а не фантазировать. Елизавета Тимофеевна, вы посмотрите, какая очаровательная девушка. Я лишь ничего очаровательного не нахожу. Девушка, вы с вашей внешностью могли бы найти занятия поинтереснее. Вы куда-то шли, гражданин, ну идите. Нет, боже, сохрани, вы меня не так поняли. Я действительно хочу вам предложить увлекательную, интересную, серьезную работу. Демонстрируются вечерние туалеты, созданные художниками-модельерами нашего экспериментального ателье.
Елизавета Тимофеевна, что делать? Люся заболела, и я не могу демонстрировать свою модель. Что он сказал, эта симулянтка? Она сказала, что у нее высокая температура, 39,2. У нее температура, у нас художественный совет. Иванова, встаньте сюда. Размер ее. Демонстрировать платье будете вы. Что вы, Елизавета Тимофеевна, я даже не знаю, как в таком ходить. Советская девушка должна смело ходить в том, что мы внедряем. Ну, Елизавета Тимофеевна, мне же говорили, что только рабочую одежду буду показывать. Знаете, у меня от нее каждые 5 минут разрыв сердца делается. Что прежде всего вы не должны срывать работу. Вы хотите стать срывальщицей? Нет, я не хочу, но Елизавета... Ведите ее в кабину. Ну, идемте, Катя, Елизавета Катя, Тимофеевна. идемте. Елизавета Тимофеевна, ну как? Вполне на уровне, даже лучше, чем я ожидала. Елизавета Тимофеевна, здесь такой вырез большой. Мне как-то неловко. Иванова, почему вы высказываетесь? Вы же не член худсовета. Идите немедленно. Никого больше не ваше дело. Идите немедленно. Уберите все ваши руки и не падайте с лестницы. Неужели он тебя выгнал? Не выгнал, кричал только. Нет у меня внучки, если вы еще раз придете, это ее попутчик, это он про тебя. Вызову милицию. Сумасшедший какой-то, и она, наверное, вся в него. Слушай, Мить, что? Вот эта вот девушка так похожа на Катю. Какая? Вот тут в белом. Ну, докатились, видения начинаются. Она так похожа, только ростом чуть-чуть выше. Слушай, Пашка, я тебе как друг говорю, брось ты эти поиски. Не бросишь, плохо кончишь. Что она тебе далась? А ты посмотри, сколько девчат кругом. А? Да вы что, сбесили, что ли? Куда? Елизавета Тимофеевна, почему вы не сдержали? Да потому что я не Владимир Куц, чтобы бегать на ветровке. Так теперь окружайте, догоняйте, окружайте. Бросайтесь на перерез. Бросайтесь слева направо. Что же вы разделали? Платье, держите скорее. Граждане, хватайте их, граждане! Это же невозможно, понимаете? Смотрите, как они архаично одеты. Это люди, которые делают моду. Она такие в туфлях «Прощай, молодость», у нее это какая-то косичка, она в каком-то старперском совершенно жакетике, он одет, как одевались в 30-е годы. То есть чудовищно они одеты, при этом они модельеры. И вот они обсуждают вот эту молоденькую, хорошенькую девочку. Вот смотрите, ну кто в 58 году в таких платьях мог ходить? Ну только на прием в Кремль актрисы. То есть это абсолютно представительская одежда. Смотрите, как они выглядят, какие купальники. Вы на советских пляжах в 1958 году могли представить женщину в таком купальнике? И вот она героически, значит, откидывает. Следующий — это вообще полный восторг. Это фильм «Живет такой парень» Шукшина. И там эпизод сельского дефиле. Это сельский клуб, где, во-первых, совершенно
безумный идет комментарий, где рассказывают про девушек, которые свои маленькие пушистые друзья, там, то есть птенчиков будет кормить и одновременно читать книжку, потому что она учится в вечернем техникуме. То есть вот весь этот безумный текст, плюс они тут же на сцене переодеваются, и они... И зрителю демонстрируют одежду, которая в городском пространстве нормальная и совершенно безумно смотрится в пространстве сельского клуба. Особенно пляжные комплекты, которые снимают девушки верхний слой за слоем, остаются в купальнике. Это в сельском клубе показываются. И это, конечно, совершенно изумительная комическая сцена. Жениться собираешься, да? А что? Правильно. Хорошая девушка. Она любит тебя? По-моему, да. Ты что, действительно такие книжки читаешь? Да нет, конечно. О! Они уже сюда приехали. Пойдем посмотрим. А что? Пойдем. Костюмы показывают. Дом моделей? На. Хорошие девушки. Что ты? Ножки тоненькие. Сходим вечерком, посмотрим. Нам музыка играет. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем показ моделей одежды осенне-зимнего сезона. Обратите внимание на удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам одежду не только выходную, но и рабочую. Машенька, пожалуйста. Это Маша-птичница. Ее маленькие пушистые друзья сразу узнают ее в этом простом, красивом платьице. И, едва завидев ее, толпой бегут к ней навстречу. Маша не только птичница. Она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме. На переднике с левой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку. Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Им это не мешает. Как? Если ты будешь распускать руки, я позорю тебя на весь клуб. Спасибо, Машенька. Костюм для полевых работ. Это Наташа. Наташа – ударник коммунистического труда, член полеводческой бригады. Я говорю условно, товарищи, вы меня, конечно, понимаете. Наташа передовая не только в труде, но и в быту. Здесь традиционная фуфайка заменена удобной, современной курткой. Подул холодный осенний ветер. Наташа, подул ветер. Подул холодный осенний ветер. У куртки имеется глухой воротник. Спасибо, Наташа. Дорогие товарищи, одежда человека нашего времени, чуть побыстрее, Наташенька, должна быть красивой и удобной, должна соответствовать занятиям человека и его труду. Приятно видеть молодого человека одетым красиво, но не крикливо, как это делают некоторые наши молодые люди. Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни бы, ни мы, ни кукареку. Гена, дай я пересяду на твое место. Загораживает, да? Эй, товарищ, убери свою голову. Вот посмотрите. Нарядное вечернее платье, простых линий, дополнено шарфом на белой подкладке. Как видно,
увидите красиво, просто и ничего лишнего. Каждой девушке приятно будет пойти в таком платье в театр, на банкет, на танцы. В этом сезоне очень модно сочетание цветов черного с белым. Спасибо. Ген, сядь на мое место. В добавлении к нашей программе мы вам покажем ансамбль для пляжа. Ниночка, пожалуйста. Из 3 деталей. Платье-халат спереди на кнопках. Просто и легко снимается. Очень удобно, не правда ли? Ансамбль недорогой. Изготовляется из пестрого ситца и отделывается ярким кантом. А теперь посмотрите. Простое домашнее платье для молодой девушки. Катюш, прошу. То есть вот совершенно чудесно тут показано, как отыгрывается одежда через реакцию зала, через вот это вот то, как смотрят на это. Совершенно блестяще. И последний фрагмент я вам показываю, будем заканчивать. Так, и последний, этот фильм «Старый знакомый». Это уже 69-й год, 69-й, 70-й, 69-й. Это Игорь Ильинский решил еще раз поиграться вот в образ вот этого Огурцова, вот, который в «Карнавальной ночи» был. Это тоже такой бюрократ, который уже в конце 60-х послан заведовать парком культуры и отдыха. И вот в этом парке культуры и отдыха он инспектирует дефиле. И он пришел с инспекцией, и вот ему показывают, как это выглядит. Теперь демонстрируются новые модели одежды весенне-летнего сезона. Сочетание народных мотивов и современных линий подчеркивает своеобразную прелесть элегантного комплекта, так же, как и решение цветовое, построенное на контрастах. Самые оригинальные и смелые решения моделей только молодым и стройным. Серафим Иванович, вас не смущает такая постановка вопроса? Уж больно Западом отдает. А что? Мы должны брать от них все лучшее, что там есть. Был я в турпоездке в одной кап-стране. И совершенно случайно изучал ихний стриптиз. Но, безусловно, такой стриптиз, как у них, нам не нужен. Но и чересчур закрываться тоже не следует. Наш человек хочет видеть все наше. Ну что ж, впечатление неплохое, эстетическое впечатление, замечательный личный состав. Очень приятно слышать. Только вот хочу коротко коснуться юбок. Да? Чересчур короткие юбки. Мода? Лично мне было бы неудобно ходить в такой юбке. Вам-то, конечно. А вот девушкам, молодым женщинам в них легко и удобно. Вы меня не поняли. Мне в такой юбке было бы неудобно перед государством. То есть? Государство мобилизует нашу промышленность выпускать ткани как можно больше. А вы ориентируете наших женщин покупать как можно меньше. Что же у нас с вами в итоге получается-то, а?
вот еще что. Да? Эти девушки у вас на службе, да? Да, конечно. А походка у них, особенно вот этой вот черенькой, не служебная. Вы передайте вашему коллективу, и особенно вот этой черенькой, вот этой, что такой походкой мы с вами ведь далеко не уйдем. Серафим Иванович, вас там режиссер Замецкий ожидает. Неудобно получается. Человек второй раз приходит. Я ведь не играю, Люба. Я работаю. Это уже мини-ослепительное, видите? И видите, и снимают их по ногам. Это замечательная карикатура из «Крокодила». Карикатура уже, ну, я думаю, конца 60-х, на ней написано так. Итак, друзья, это комментатор дефиле. Итак, друзья, вы посмотрели модели, которых нигде не закажете, из материалов, которых нигде не купите. Вот такая совершенно замечательная карикатура. На этом я заканчиваю, жду ваших вопросов и могу про литературу рассказать, если интересно, по теме. Вот, тогда спасибо. Ваши вопросы с удовольствием отвечу. Можно я вам микрофончик дам, чтобы записывать? Спасибо большое за лекцию, за то, что вы так подробно осветили и, в принципе, открыли вообще действительно новые фильмы, о которых мы не слышали. Мы сейчас обсуждали фотографию Жаклин Кеннеди и Хрущев супруги. Это же тоже тот самый период. Почему тогда первые лица государства все-таки были вот в таких совершенно простых, не модельных каких-то нарядах? Если вы вдруг знаете, можете пояснить. Да, кстати, книга, вышедшая очень хорошая, сейчас я вам ее покажу, Джорджи Бартлетт, там просто этот эпизод разбирается с женой Хрущева, вот эта книга Джорджи Бартлетт «Фэшнист. Призрак, бродивший по Восточной Европе». Это очень хорошая книга о советской моде. Вот одна из лучших. Ну, в смысле, до этого была только Стриженовой книга 70-х годов, а вот потом появилась в теории моды вот эта прекрасная книга, и там этот эпизод рассматривается. Насколько я понимаю, я не очень помню, как Джорджа это трактует, но, по-моему, в общем, похоже как-то так. Для жены Хрущева это было не нужно и не важно. Она просто на это не обращала внимания. В рамках этого мира, в котором она жила, это не представляло ценности и значимости. Она просто была одета так, как она обычно одевалась. Она не думала о том, что представительская одежда должна быть другой. Ей так удобно, она так одевалась. Тогда как там жена Кеннеди так выглядела совершенно по-другому, при том, что она тоже оделась очень по тем временам достаточно скромно, такой casual стиль, обычный, очень приятный, сбалансированный. То есть она тоже была не роскошно одета, но вот этот контраст, ну так же, как знаменитая вот эта фотосессия моделей Диора в Москве, когда на них просто люди оборачивались, как будто они райские птицы какие-то, вот эти красавицы в этих силуэтах Диор, в шляпках, они просто выглядели инопланетянками в нашем пространстве. У нас даже глаз к этому этого не было в принципе. Потом уже вот первая Раиса Горбачева, это вот жена президента, которая действительно стала уже одеваться достойно, и вот, так сказать, на выезд она понимала, что она должна быть какой-то другой, не такой, как она ходит здесь, в этих пространствах. И она и здесь ввела уже моду на определенный деловой стиль, такой вот, и что жены, вообще жена председателя Президиума Верховного Совета, вот каковой была жена Хрущева, она не была публичной фигурой еще, вот это важный момент. В силу того, что она не публичная фигура, у нее не было гардероба для показа, как у непубличного человека. Конечно.
с ней не ездили, ее не показывали. А вот когда сюда уже приехали, ее показали. А у нее не было этого гардероба, и она об этом, главное, не задумывалась, я думаю. То есть она не думала, что одежда должна быть другой. Угу. Вот. С литературой я давайте два слова скажу. Это не было про советскую моду. Это именно про моду, это без кино, это чистая мода. Вот эта прекрасная книжка Джорджи Бартлетт про моду Восточной Европы, не только советская, но и стран Восточной Европы, там Чехословакии, Болгарии, Польши, Венгрии, ГДР. Вот. И Журавлева и Гронова, очень хорошая книга «Мода по плану» про историю моды и моделирование одежды. Самый интересный фрагмент книги про ГУМ, и в том числе и про манекенщиц в ГУМе. Очень интересная архивная работа. Если Бартлетт более такая обзорно-концептуальная, то это вот Журавлева-Гронова архивная, очень интересная. И прекрасная, и, к сожалению, недавно умершей исследовательницы Ларисы Захаровой очень хорошие статьи про моду оттепели. Вот. Работы про моду и повседневность. Вот, прежде всего Натальи Лебиной, социального историка, очень хорошие книги. Особенно я люблю вот эту «Повседневность эпохи космоса и кукурузы», ее книгу. И две еще книги. Вообще моя самая любимая – это книга Ольги Гуровой «Советское нижнее белье между идеологией и повседневностью». Это вообще шедевр, а не книга. Это где сквозь призму вот этого советского нижнего белья посмотрела исследовательница на очень разные стороны советской жизни. От экономики, производства одежды до репрезентации, то есть способов показа одежды и эмоционального переживания одежды. Отсутствие вот этого нижнего белья, как травматически это переживали девушки в Советском Союзе. Вот это тоже исследуется. И очень хорошая работа про магазины «Березка» моей бывшей дипломницы Анны Ивановой, прекрасная работа. Ну вот мои можете посмотреть статьи, это вот все про оттепель. Они не все про кино, там две верхние про кино, вот вторая как раз про манекенщиц. А вот Бабетта идет на Москву как раз про прически, про влияние западного кинематографа на нашу моду. И последняя про журнал «Крокодил», то, что я вам рассказывала, там про стиляк, конечно. Вот, так что вот такие вот работы. Татьяна, спасибо вам огромное. Мы получили колоссальное удовольствие это сидеть, смотреть фильмы, обсуждать наряды с вашими прекрасными комментариями. Спасибо большое.